Всем привет! Сегодня мы делаем распаковку набора Easy Gains. Это британская компания такая, которая делает интересные с точки зрения маркетинга вещи для спортсменов, для триатлона в частности, да. Они разрабатывают всякие аэрорешения, которые помогают сэкономить ваты и уменьшить сопротивление ваше, да, сопротивление воздуха, не только ваше сопротивление вот здесь, оно с ним ничего не сделаешь. Вот. Поэтому есть у них такой набор, называется 22 ватта, стоимость 400 евро. Получается примерно к 20, примерно 18 евро, примерно, я думаю, за ватт. Ну, 18 евро за ватт, смотря что, да, посадка, понятно, что она гораздо больше дает, посадка, само собой, бэкфит, наверное, ей даже будет важнее и лучше, но тут тоже кто как. Например, диск, скорее необходимость, да, ну, вообще, вот если говорим, что входит в состав, я сейчас покажу, это кальфы, это такой кофр, как обтекатель на диск спереди, это на заднее колесо, в моем случае 50-миллиметровые два диска, два колпака, которые делают из колеса диск. Стоимость диска там от 700 до 1000 евро, да. Колпак этот, ну, вообще фиг знает сколько стоит, там, ну, я думаю, около 100 евро, если так отдельно, потому что это такая кастомная деталь под каждую модель переднего диска. Дальше что? Обтекатель на переключатель передний, кальфы, то есть на икры, ну, как гольфы, только без носков, да, аэрокальфы. Потом тузы, велотузы на передние туфли, и все вроде бы. Ну, сейчас, если что-то забыл, скажу. Приходит в такой в тонкой коробке. Вот такая коробка. Ехала, ну, не сказать бы, что быстро, но не сказать, что медленно. Так оно выглядит все. Сейчас посмотрим, как это все будет. Первое, у них, я так понял, такая типа коллаборация с брендом Велотоза, да? Велотоза. Это французская, если не ошибаюсь, штука. То есть то, о чем я говорил, да, вот они показаны на передней части туфлей, чтобы туфли были аэродинамичные. Лучше, наверное, конечно, носки, но носки, по-моему, и тузы, и кальфы вообще, мне кажется, 100 евро отдельно выходят, да? Тоже. Ну, тут, кстати, вот этот обтекатель. Именно он под модель, ты указываешь там, вообще под все ты указываешь, что, собственно, модель. Это вот обтекатель под этот переключатель. Вот так вот. Вот, видите? Опа, велосипед чуть не уехал. Вот видите, да? Вот так. Видите, вот так вот это работает. Вот. Дальше, собственно, посмотрим кальфы и тузы, да? Что за материал? Ну, это резиновый материал. Главное, чтобы жарковато не было. Хорошо, что не светлые. Вопрос по размеру тоже. Я допускаю, что они могут быть маленькие, но ну, то есть не маленькие, наоборот, короче, большие. Да, сейчас, видимо, ничего не сделаю без этого, без ножниц не получится. Ну ладно, отдельно. Ну, короче, вот качество, как они выглядят. Это вот колпаки для настройки. Вообще интересно сравнить. У меня были колпаки от российского производителя. Как он называется? Юрий. Как же у него фамилия? На Авито, короче, он продает колпаки свои. Я у него заказал, короче, из России приехали они ко мне. Стоимость их была что-то 9, они с каким-то там, с небольшой царапкой были. Короче, они мне подошли. Я ставлю фотографию, там отходили они так. И там материал на фотографии вы увидите, он там толстенный. Вот тут то они вообще, ну, то есть ничего не весит. А там, мне кажется, килограмм минимум плюс. Килограмм это жестко.
вообще вот эти, ну, прикольно, что изоленту специальную какую-то положили. Там специальные болтики какие-то. Видите, они, ну, то есть не простые. На том диске были простые, которые торчат, а тут все в наклейках, чтобы заклеить и не торчало ничего. Так. Огромная вот такая вот штука, которая позволит заклеить. Вопрос у меня, насколько хватит, насколько раз хватит. Ну, как будто бы вот это вот раз, два, три, четыре, да? Что, на один раз? 4, 8. Получается 4, 4 и одна запасная. Получается на 2 раза. То есть 2 раза, чтобы колпаки снять и установить. Потом уже нужно будет саму изоленту изощряться, видимо. Ну, видимо, я понимаю. Так. Ага, вот колпачок тоже на вот эту штуку. Ага, он прям карбоновый, слушайте, да. Он как будто бы карбоновый. Колпак под этот. Видите? Прикольно, он прям походу карбоновый. И двусторонняя изолента. Все-таки я думал, все как он крепится, а походу двусторонней изолентой. Ну, двусторонним скотчем. Прикольно. Конечно, это все нужно не только устанавливать, нужно еще и тестировать. Сейчас посмотрим на материал самих колпаков. Угу. Какой-то тонкий пластик, смотрите. Такой аэродинамичный. Гравировочка. Изи диск. Чтобы понятно было, где лицевая сторона. Толщина, смотрите. Я думаю, это миллиметр или 2. И край сточен очень грамотно. Очень хорошего качества, короче. Ну, то есть, я бы сказал, прям это. Ну и веса, как будто грамм 100 или 200, ну, может 200 грамм. Ну, короче, очень легкие. Ну, короче, инструкция закрепления, не знаю, буду ли я это снимать, мне как будто кажется. На ютубе очень много этих видосов, как будто бы нет смысла. Вот, и, если честно, не знаю, когда протестирую это, как будто бы нет смысла рано надевать, потому что потом все время ездить в подготовке на этих дисках вообще не хочется. Ну, а какой смысл, да? Ну и потом что-то посеять, тем более не хочется. Вот, поэтому я даже тут не знаю, не подскажу. Ну вот, короче, какой-то такой набор, я вам повставляю еще примеров того, как это выглядит. Конечно, тестов тоже. Попробую какие-то тесты сделать, но хотя на тесты, блин, нужно времени, пипец. Ну, то есть нужно, блин, ехать на мощности определенной, там, определенное количество километров в час. Короче, это все очень сложно. Поэтому вот, что мы с нашей квотой пока делаем, да? Получается, диск сюда поставим. Все это должно дать 22 Вт. Цепь бы пропарафинить мне бы, конечно, перед стартом. Вообще, конечно, выглядит, есть у меня где-то внутри ощущение, что это все, как это, знаешь, какие-то... То есть должно это сэкономить очень много времени. Я напишу, подпишу. Значительное время. Но есть ощущение какое-то внутри, конечно, что это все такое-то. Ну, как это сказать, не Филькины грамота, бесполезные апдейты, потому что ноги нужны сильнее. Хотя ногами плюс 22 Вт выкрутить, сколько тренироваться надо, да это пипец. Ну, то есть, поэтому я даже тут и не знаю, как правильно все интерпретировать. Удобно, что все это мало места занимает очень. Вот. Поэтому я думаю, все будет хорошо. И если 20 Вт, то есть я вот на половинку выкрутил 253 НП и плюс 22, прикиньте, это 270. И это 38 средний, и набор 600 метров. Да блин, я так могу 40 плюс километров в час вообще. Но диск должен помогать. Чем быстрее, тем эффективнее работает диск, конечно. Ну, поэтому распаковку на этом остановим. Фотки я вам поставляю, кто, как это все выглядеть может. Да, то есть, ну и тесты, результаты следите. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там результаты вообще быстрее всех. Может быть, я влог сделаю, что проходной такой эффект, как поснять, который будет перед подготовкой к DC26. И, конечно, подписывайтесь на Strava, Instagram, там все тоже очень быстро выкладываю. Поэтому все, такой вот наборчик дешевле, чем диск, потому что рассматривал диск покупать. Я вообще не понимаю, куда я его потом бы засунул.
как бы у меня чемодан, ну, не влез. Если я 2 колеса эти везу, на них кататься надо. Или что, постоянно с диском ездить, а если ветер? Тренироваться на диске постоянно? Ну, тоже такое. Короче, я вот не знаю, кто-то на диске постоянно тренируется на улице? Я думаю, нет. Ну вот. Поэтому я что-то даже не знаю. С точки зрения практичности. Если бы я никуда бы не ездил, может быть, я диск купил бы дополнительно и все, и, ну, не заморачивался. Конечно, лучше все эти всякие хрени туда-сюда гонять. Но просто это все дешевле получается. Вот. По-хорошему просто нужно вперед лопасти, да, или там 80 миллиметров, и назад диск, да, и все. От элит, например. Вот. Поэтому так, подписывайтесь на соцсети, которые я говорил. Попробуем проехать очень неплохо для себя. Все, всем пока.